И я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз на будущее. Что или кто в вашей жизни появится неожиданно? Как изменится ваша жизнь за период Урана в Близнецах? И что же будет меняться до конца года, поскольку сам транзит Урана в Близнецах, он только начинается в конце апреля, а будет 7 лет долгих с заходом на 2033 год. Мы, конечно, с вами рассмотрим более короткий период, но до конца 2026 года это могут быть некоторые метаморфозы, неожиданности. И что вот будет с этим связано? Возможно, это будет как смена шаблона. Я должна сказать, у вас находится в 11 доме, и на вас это повлияет. 11 дом – это у нас дом статуса, это дом новых ресурсов. Это когда мы отпускаем все то, что уже не вдохновляет, и рассматриваем новые варианты, открываемся новым формам сотрудничества, новым интересам. Ну, давайте с вами узнаем. И если мы задали по нашему видео, что или кто появится неожиданно, на колоде Таро Ленорман мы с вами узнаем, в каких же сферах будут происходить эти неожиданности или неожиданные повороты судьбы. В какой сфере жизни или действительно, может быть, это связано с человеком, кто или что появится неожиданно. На колоде Таро мы с вами продолжим. И если присутствует выбор, то понятно, что-то и уходит, да, мы говорим, мы от чего-то отказываемся. Может быть, даже то, что было раньше важным для нас. Тут за период 7-летний вы неоднократно, может быть, даже через 7 лет, когда вы обернетесь назад, вы удивитесь, насколько же вы сами изменились. Все-таки статус, ресурсы, да, 11-й дом гороскопа. Итак, все же, что уйдет? Или что вы завершаете, возможно, до конца 2026 года? А что идет в вашу жизнь нового или что придет взамен? Главное событие до конца 2026, что спешит в вашу жизнь? В чем ваша сила и что получится осуществить до конца года? Неожиданный поворот судьбы. Вот такую карту мы с вами достанем. И к чему приготовиться? Возможно, на более долгий период с заходом на 2027. Итак, в каких сферах жизни будут стремительные перемены? Что у вас появляется до конца 2026 года? Знаете, лучше, наверное, не бывает. И у нас сегодня две колоды Чиро Маркетти. И посмотрите, рыбы. Во-первых, тут двояко. С одной стороны, это правда, новые дали, новые интересы, желание путешествовать, желание, может быть, сменить место жительства, сменить работу, сменить даже какое-то направление в работе, в деятельности. Ну и, безусловно, богатый улов. Стало быть, и финансы, доход, мои дорогие. Поэтому для кого-то из вас это все-таки вот тот статус на самом деле. И карта предвещает как раз добрые перемены. Для вас буквально, может быть, есть возможность заработать за эти 7 лет. Ну, как бы не просто изменить статус, а вообще... Все же деньги – один из способов взаимодействия с миром. Поэтому даже через работу, через карьеру, через какие-то новшества или новый вид деятельности, может быть, даже заработать ту сумму денег, которой вы, ну, только могли мечтать. Потому что очень емкая карта говорит о том, что мы даже наше творчество можем монетизировать, и в последующем мы как будто в себе раскрываем таланты. Вот вам, видимо, придется раскрывать таланты, как минимум до конца 2026 года, и что-то не упустить. Может быть, и придется решать параллельно финансовые вопросы, но ведь по этой карте у нас больше получается. Вообще прекрасное начало. Давайте посмотрим, кто или что появится неожиданно, какая еще сфера жизни как раз и будет подвергаться переменам. Ну вот я говорила, да, что, может быть, как и прежде, вы имели какие-то предпочтения свои, правда? Или вы имели понимание, мировоззрение, ну, оно у вас сложилось. А вот теперь по аркану гора – это ведь всегда препятствие. Вы тут пересмотрите. И вполне вероятно то, что вчера еще казалось необходимым, нужным, очень важным. Но, может быть, постоянно что-то как упиралось в какой-то барьер. Вот тут, скорее всего, вы поймете, что вообще мне это уже теперь, ну, как будто индифферентно, да, будем говорить, или не стоит моего внимания.
Что изменится в вашей жизни? Должна сказать, что точно так же будут как не спадать какие-то оковы. Вот раньше не было возможности, а теперь они у вас появятся. И именно это будет касаться тех дел, в которых, возможно, у вас были какие-то минусы. С чем это связано или с кем? Ну, правда, тут у кого-то может быть личная жизнь, вопросы дома. Вот мы говорили, рыбы иногда означают путешествие. Все-таки знак рыбы– это две рыбы, плывущие в разные стороны. Поэтому где-то приготовьтесь, что ваши планы будут меняться уже до конца 2026 года. Но с дерева обозначает здоровье, жизненную силу, энергию. И здесь нам прорисовано буквально сферот, да, древо сферот, которое вот прям пронизывает еще и радуга. Это, как всегда, возможности. Но это буквально и корни. Это наша семья. Поэтому у кого-то вопросы в личной жизни. Может быть, как раз прежде какой-то период, но не получалось у вас что-то осуществить. А вот что будет стремительно меняться? Мы ведь с вами сказали по аркану гора, то, что вы не могли вчера, вы уже сможете осуществить в 2026 году. Более того, тут действительно вопросы статуса. И карта башня, она сама по себе это не то или не та башня, которую мы видим в Таро, как разрушение. Это карта где-то и статуса тоже, символа власти, какого-то уклада, порядка, организации жизни. Но я должна сказать, может быть, и сильные мира сего, имеется в виду руководители. Или, опять же, ваш статус, который был на одной ступени, а здесь вы не могли, может быть, подняться выше. Или кто-то из вас пытался многократно построить карьеру, а были вот все время какие-то препоны. Так вот, теперь тут что-то меняется, мои дорогие. Здесь для вас складывается в какой-то красивый узор. И, может быть, исходя из тех возможностей, я могу сказать, что тут именно возможности. Хотя не исключаю, что и придется договариваться. Причем придется вам, мои дорогие львы, договариваться или конкретно работать, больше быть взаимосвязанным с теми людьми, которые на сегодняшний день стоят несколько выше по системе иерархии. Но для кого-то из вас может быть буквально решение вопросов личной жизни, когда, ну, может быть, это будет касаться оформления отношений. Я, конечно, допускаю, что тут у каждого по-своему, но иногда карта башня именно говорит об юридической стороне вопроса или о составлении некоторых документов, когда это не просто мы чего-то достигли, а это еще как-то прописано на бумаге. Это тоже где-то относится к статусу, мои дорогие. Какие же еще вас ожидают стремительные перемены? Что или кто появится неожиданно? А ведь и правда у кого-то вопрос касается любви. Много очень сфер жизни, в которых, да, как и деньги, мы говорили, работа, тут и буквально, может быть, желание. Раньше не было такого желания, мы все разные, может быть, и у вас не было таких задач, вы не ставили, и не хотелось даже путешествовать, а для кого-то из вас буквально хочется видеть мир. И вполне вероятно, кого-то до конца 2026 года ждет важное знакомство. Конечно, всегда аркан букета будет говорить о том, что вы можете получить какое-то предложение. Может быть, это предложение будет исходить от конкретного человека. И я должна сказать так пару слов о Сатурне, потому что Сатурн, да, Уран в Близнецах, как мы с вами сказали, а планета Сатурн у нас в интересных градусах, в интересном транзите в 2026 году и до конца июля. Вот, внимание, мои дорогие львы, кому-то это будет хорошей подсказкой. Себя, может быть, ну, если так складываются обстоятельства, то себя лишний раз не тормошить. Мы знаем, что Сатурн – это владыка времени, Кронос, ну и владыка кармы, конечно, да, как судьбы. Поэтому до конца июля у нас Сатурн будет в прямом движении, но в тех же градусах, в которых он был на начало года и даже на конец 2025. Поэтому какая-то ситуация может отдаленно напоминать то, что вам знакомо. Или как какое-то, знаете, ваше желание. Оно может возвращаться, и вам придется что-то видоизменять. Но это, опять же, очень импонирует 11-му дому и статусы, ресурсы, да, мы говорим. Но для кого-то это будет означать еще и история, может быть, отношений. Я такое допускаю, потому что практически почти до конца года, я должна добавить, что с конца июля и до 11 декабря Сатурн уйдет в ретроград.
И стало быть, это какой-то дежавю. Поэтому медленно, но верно, где-то поступательными такими движениями могут развиваться, как и прежние истории из личной жизни, но точно так же, это даже пусть на уровне задумки, которую вы переложите на реальность и что-то создадите, вполне вероятно, до конца года вы будете с каким-то знакомым вопросом как будто разбираться. Но все же букет – это как тайный язык влюбленных, да, особенно тюльпаны. Раньше это было, знаете, как целая тюльпаномания. Есть такой, ну, все же Чаромаркете известный знаток символов. И здесь это вот именно красные тюльпаны, как язык любви. Это, безусловно, еще о чем? Ценный подарок. Может быть, это вы получите какое-то важное известие, или вы даже создадите, ну, какой-то очень приятный союз. Вполне вероятно, это может быть какое-то приятное приглашение, предложение. Вот как будто, даже обратите внимание, открытка, да, и анаграмма существует ЧМ, как бы Чиро Маркетти. То есть это, может быть, и вы кому-то будете презентовать или делать предложение. Может быть, это личная жизнь, да, или вопросы дома. Но, мои дорогие львы, точно так же идет радость в вашу жизнь. И, может быть, от кого-то вы получите вот какое-то предложение, от которого вы не сможете отказаться. Это точно. Что идет, тем не менее, давайте узнаем, что же завершается до конца 2026 года. Нулевой аркан. Ну, видимо, начало уже было положено. Может быть, в конце 2025. Может быть, это в начале 2026 года. Явно была какая-то тема, задумка, когда вы что-то хотели осуществить. Но, видимо, вот эти первые шаги, они уже были сделаны. Я точно так же не исключаю, ведь мы говорим хаос перед началом творения по этой карте. Поэтому что уходит? А неразбериха какая-то, путаница уходит. Или вот эти преграды. Или когда мы сами словно не имели опыта в каком-то деле, в каком-то вопросе. А теперь, да это точно. Вот смотрите, у вас как на место шута приходит солнце. А солнце – это выбор правильного направления. И, кстати, опять же символично, потому что вы часто слышите, у вас два старших аркана. Сама по себе самореализация, самодостаточность. До конца 2026 года и старшие арканы, они нам говорят о том, что у вас благоприятное время построить карьеру, с кем-то договориться, для себя сделать что-то очень знаково хорошее. Действовать, конечно, придется. Безусловно, иногда аркан Солнца будет говорить о нашем эго, но, может быть, тогда и не сглупить, не упустить, опять же, какой-то шанс. Будьте внимательны. Вот как будто на смену, да, вот этому нулевому аркану приходят возможности. А что же еще придет взамен? Или что это солнце олицетворяет? Ну вот что олицетворяет? Ваша сила. А вот договариваться придется. Должна сказать, как и солнце, так и лев. Это где-то все образы, символики нашего эго. Лев тут на короткой цепочке. Приготовьтесь к тому, что вам придется эмоции держать на коротком поводке. Может быть, договариваться с разными людьми. Где-то строить сложные диалоги. Будьте к этому готовы. Разные люди, мы уже говорили с вами, будут в вашей жизни. И неважно, кому мы что там, как относимся, но, видимо, будут такие ситуации и не раз до конца 2026 года, ну, когда отчасти чувство самосохранения или то чувство интуитивное, когда мудрость, да, голос нашей души, подсознание подсказывает: не торопись, не торопись выносить какие-то вердикты. Ведь по этой карте идет критическое мышление. И тут у каждого по-своему. Значит, есть какая-то задача, которая требует от вас холодной головы. И чем лучше как будто вы договоритесь или увидите альтернативный вариант, а они, безусловно, будут. Тут будет сама судьба, Вселенная перед вами раскрывать какие-то новые события. Очень сложно трактовать на вас три старших аркана. И мы, безусловно, разные. Да и карты Ленормана ведь тоже очень показали какую-то приятную, ну, такую атмосферу, если мы говорим энергии, которые формируют те или иные сюжеты, но точно так же разные сферы жизни. И деловая, и, понятно, финансовая, но точно так же у кого-то и личной жизни.
Видимо, до конца 2026 года вы какие-то свои новые приоритеты совершенно поставите. И кто-то из вас за последующие 6-8 месяцев, да, вот как по аркану Солнца, настолько изменит себя, изменит свой имидж, изменит не просто планы, а когда что-то, то, что, может быть, и было очень важным, но это было прежде. Вы понимаете, что обстановка вокруг поменялась. Теперь это не имеет какого-то очень важного значения. Приготовьтесь к тому, что и вокруг вас что-то будет меняться. И вам как будто меняться со временем тоже придется. Главное событие, что спешит в вашу жизнь. Сам по себе элемент новизны. Может быть, для кого-то из вас все-таки Паш Пентаклей как прилежный ученик. Может совпасть, что кто-то будет из вас продумывать вопросы личных заработков, дополнительного дохода, все-таки Уран в Близнецах. Это могут быть новые технологии, цифровые технологии, или когда просто, может быть, как финансовая грамотность, да, разобраться, как новые финансовые системы будут работать. А это неизбежно. Во второй половине года, я уже неоднократно говорила и прежде в своих видео, сама по себе эпоха цифровизации, она набирает силу, и это даже, я бы сказала, скорость. Очень часто по этой карте вот прилежный ученик, и что спешит нового. А тут и есть все новое, по сути дела. Но это то новое, чему мы должны еще адаптироваться и научиться. И, может быть, это будет касаться именно финансов. Мы уже карту рыбы с вами достали, правда? Вот как будто нет смысла сожалеть о чем-то. Быстро перестраивайся, Лев. Быстро, может быть, ну, насколько это возможно. Если ты видишь, вот конкретно вот этот дуплет может говорить, если ты видишь, что ты пытался какой-то проект, может быть, многократно сдвинуть с мертвой точки. До конца 2026 года нужно сказать себе правду. И если нет прогресса... Кстати, можно точно так же сказать не только по финансам, а, к примеру, по отношениям. Если ты видишь, что что-то застопорилось, от тебя полностью все не зависит, тогда нужно пересмотреть, так ли тебе нужно этим заниматься. Что спешит в вашу жизнь? Нет, видимо, без каких-то таких однозначных решений, отчасти выбора. И причем того выбора, который, правда, нужно делать критическим мышлением и холодной головой. Королева мечей. Может быть, это и будет, кто спешит, что спешит. Конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент. И я могу допустить, у кого-то даже до страстной любви может дойти. Или какое-то неожиданное знакомство. Причем это может быть любовь сама по себе страстная, но где-то будьте готовы. Пусть это не для каждого, конечно, проиграется. Перекладывайте и берите из нашего расклада лишь то, что откликается вашей душе. Но для кого-то это может быть контакт и, может быть, даже связь какая-то с человеком, который сложный. Сложный, потому что он и сам ресурсный, но он поступает так, как в его каких-то приоритетах или в его удобстве. Может быть и так. Вы будете, может быть, судьба как подарит вам такое знакомство с человеком. С одной стороны, вы будете видеть, может быть, и свой интерес. Вам захочется буквально в этих отношениях изучить вот такой новый типаж, да? Новые люди придут в вашу жизнь, это точно, будьте готовы до конца 2026 года. Я допускаю у кого-то по работе, но точно так же на место разочарования, вот да, как эта гора, приходят совершенно новые сюжеты и новые персоны. Но к ним, тем не менее, нужно будет относиться, может быть, осторожно, пока вы не разобрались. Мы всегда говорим, птица – это тоже где-то символ информации. Обратите внимание, одна из птичек подлетела к кошке. Ей очень понравился, видимо, этот милый зверь. Но это уже небезопасно. Уже какая-то дистанция, как будто сужается, и прыжок кошки, он молниеносен, а когти смертельно опасны. Не рискуйте с собой. Что спешит в вашу жизнь? Может быть, ситуация у кого-то касается даже прежних отношений. И правильные выводы. Хотя очень добрая карта, шестерка кубков. Здесь, знаете, что спешит в вашу жизнь? Тут может и вернуться, а еще с учетом Сатурна. В течение 2026 года, может быть, и человек никуда не уходил.
Но в отношениях были те или иные паузы. Кстати, у кого-то по работе. То, что по работе раньше не получилось осуществить, и, может быть, знаете как? Были помехи в виде конкретных людей. Тогда может быть и такая метаморфоза, что в вашу жизнь нового именно спешит, мои дорогие. Тогда нам карта будет говорить, у тебя ли были в виде людей, вот какие-то преграды, препоны, ну, кто-то постоянно ставил подножки. Так вот, будут перемены в жизни тех людей, которые вам, может быть, отчасти оказывали противодействие. Пусть это не для всех, но у кого-то четко проиграется. К примеру, вы хотели бы получить какую-то должность, она была занята. А здесь, или, ну, может быть, даже по работе, да, вот среди коллег были какие-то конфронтации ненужные, или вы, может быть, и были контакты, ну, коллег-то мы ведь не выбираем, правда? Но вот тут будет судьба, менять что-то в жизни и людей, персонажей, которые вас окружают, тем самым расчищая вам дорогу. Но здесь все-таки как новое, хорошо знакомое. И вам, скорее всего, вот и придется, может быть, как заново устанавливать какие-то контакты или пересматривать, ну, с учетом того, что вроде бы вы уже знали, или вам это понятно, или, может быть, даже по работе, да, уже тоже все, казалось бы, известно, но не торопитесь переносить из прошлого даже методы какие-то рабочие в новое вот это пространство времени, когда Уран в Близнецах. Сам по себе Уран – это планета, символ неожиданных трансформаций, перемен. Но Уран никогда не забирает того, что может служить для нас прогрессом. Поэтому себя перестраивать придется. Это как то, что спешит буквально в вашу жизнь. Кто знает, может быть, буквально с первых чисел мая, а то и с конца апреля. И по нарастающей вот такой график для кого-то из вас может сложиться до конца года. Что получится осуществить? В чем ваша сила? Ваша сила буквально в изучении. Все же иногда мы воспринимаем это карта экзамена, карта учебы, когда ничто не происходит просто так. Мы осваиваем как новые науки, новые специальности. Может быть, иногда это, знаете, как ремесло само по себе. Может быть, вы будете, невзирая на ваши дипломы, поймете, что вам именно сейчас как ремесло нужно приобрести, уметь какой-то, ну, как навык иметь в руках. И это перед вами откроет совершенно новые перспективы работать из любой точки мира. К примеру, это для тех, кто собирается или подумывает о поездке, или пусть вы сейчас не думаете. Приготовьтесь, у кого-то это может произойти до конца 2026 года. И кто-то из вас будет получать важную бумагу, сертификат, может быть, курсы какие-то проходить, потому что вот в этом вы сильны. Вот сама по себе перестройка от какого-то прежнего шаблона, да, как мы говорим, хоть и избитая фраза, но тем не менее по-другому не скажешь. И где-то то, что я сейчас только что обрисовывала, да, что спешит именно в вашу жизнь, элемент все-таки Паш выпал, прилежный ученик. И тройка пентаклей, когда мы от учебы это перекладываем уже на практику. И это именно любое знание вам приносит деньги. То есть не лишнее будет какое-то обучение. В чем ваша сила? Еще один Паш. А ведь и правда вам какой-то новый проект может принести, ну, где-то и деньги, и не только это в виде материального роста, а еще и рост по статусу. И много людей, много общения. В этом вы сильны. Два пажа. Всегда пажи и вестники. Может быть, тогда будьте готовы, когда вам придется, услышали одну информацию, даже вот в таких энергиях. Допустим, утром услышали что-то одно, к вечеру раз тебе и другая информация, уже что-то меняется, и вам придется где-то быть гибче. Но в этом, мои дорогие, ваша сила. Я точно так же не исключаю, что могут быть перемены, которые связаны с детьми, у кого дети есть, да? Или какой-то детский вопрос. Может быть, это и касается, кстати, работы, правда, на дому тоже может быть. Вполне вероятно, для кого-то, кто семейный, это может быть, когда съезжается семья, соединяется, или наоборот, взрослые дети уезжают. Но, значит, тогда не держим, тоже отпускаем. Сами живем, называется, да? И позволяем, может быть, даже нашим взрослым детям начать самостоятельную жизнь. Нет, достану все-таки я еще третью карту. В чем же ваша сила? Все то, что я сказала.
выход из лабиринта, или это, опять же, весть какая-то по тузу мечей, или какая-то новость. У кого-то может из вас совпасть как окончательное решение какого-то вопроса. Может быть, и вам придется Соломоново решение принимать, но тогда жизненный лабиринт у вас тоже закончится. Заканчивается вот этот период, когда мы, может быть, не знали и вы не были уверены в том, что мы можем что-то осуществить. Для кого-то это будет как, знаете, долгое время, но условно вы пытались преодолевать эти преграды, а потом жизнь отбрасывала, ну, на пару шагов опять назад. Или вот это какая-то путаница была, или вы не могли даже предположить, почему, что, какие силы оказывают влияние, что у меня все время не получалось в прежний период что-то осуществить. Но здесь, наверное, сами высшие силы вам помогают. Но и вам же, от вас потребуется вот эта гибкость и мудрость. Неожиданный поворот судьбы. В чем? Карта будущего. А здесь вас, как сама Вселенная, перепрофилирует, перенаправляет. Или, знаете, это происходит через обстоятельства, через новости. Будьте внимательны, потому что быть внимательному как информации. И, скорее всего, до конца 2026 года. Если вы слышите какую-то информацию, как ваша задача переложить на свои задачи, ну или на свои планы, явно вы это слышите, видите не просто так. То есть нет таких случайностей. Для вас таким образом жизнь дает какие-то правильные подсказки. Я должна сказать, что тройка – это всегда карта будущего. И если мы говорим неожиданный поворот судьбы, это так же, как от нулевого аркана к солнцу. И то же самое тройка мечей, когда перестраивается как уже в какую-то реализацию. Я часто говорю, это карта здорового равнодушия. Да, хоть и мы говорим тройка, будущее. Кто-то спросит, это что ты тут у меня израненное сердце? Ну, конечно, тут до конца года у нас еще много времени. Но, видимо, какой-то выбор вы все-таки будете делать. В чем-то вы будете ставить точку. Вот, может быть, почему нужно критическое мышление. Но вам тут и Вселенная, как сама судьба помогает завершить, как выздороветь, мои дорогие, от какой-то больной истории. И там, где было израненное сердце, теперь уже нас это не тревожит, не цепляет. Уже, ну, как, знаете, не пропускаем мы это через эмоции. Вот опять же здоровое равнодушие. Нам не мешает вот это прошлое, которое было очень сложным. Оно не мешает нам идти вперед. С чем это связано или с кем? Давайте достанем карту. У кого-то это была ситуация личной жизни или конкретно финансы. Ну, может быть, и связана была с конкретным человеком, который был рожден под знаком зодиака стихии Земли. Может быть, и так. Телец, Дева, Козерог. Но иногда... Или асцендент. Но иногда это просто наши близкие или какая-то долгая история. А ведь и правда, смотрите, как волшебно. Вот все то, что я говорила в верхнем ряду, вот вопрос мы спросили, главное событие. У кого-то главное событие в личной жизни. У кого-то с учетом тройки жезлов-то тут у нас еще тем более и корабль на заднем плане, это где-то символ перемен. И Меркурий, это символ Меркурия тоже, один из символов. Так вот, для кого-то из вас будет проясняться ситуация по личной жизни, по дому. Но я могу все-таки сказать с учетом короля Пентаклей больше надежности, больше определенности, больше ясности, больше уверенности в завтрашнем дне. Все то, что у нас со знаком плюс, вот оно всего больше и не на уровне представлений, мечтаний, неожиданный поворот судьбы, то, что в реальности вы можете создать, вот как по этому солнцу, изобилие, процветание, по крайней мере, выстроить даже для тех, у кого сейчас сложный период, выстроить вот какое-то ваше продвижение, может быть, личной жизни. Иногда жезлы, это дела, работа, бизнес тоже такое бывает. Хотя здесь, в этой колоде конкретно семья и дом или близкие. Но ведь жезлы и четверка, праздник после победы. Поэтому будет какая-то победа, я уже об этом говорила. И это может быть у вас неожиданно. У кого-то может быть, как по Сатурну,
возвращение отношений. Или пусть они не уходили никуда, но не развивались. Вот для кого-то может проиграться так, что все-таки вы на что-то решитесь. Или у кого-то это будет по работе. И ведь и правда, полярные карты, неожиданный поворот судьбы. Причем в сторону вашего счастья. К чему же приготовиться? Ух ты, как! Еще один старший аркан. Но это вот и есть карта статуса, да, император. И для кого-то это, я как говорила, общение с людьми уже на новом уровне. Потому что идут организации, идут иногда и не просто, ну, чаще мы говорим сильные мира сего, но может быть это ресурсный человек, который и больше как в руках своих возможностей имеет. Может быть, это и тот человек, который занимает высокий пост. Возможно, к чему приготовиться. Общение на более высоком уровне или с другим типажом людей. А вы к этому не привыкли, придется себя и пересмотреть как бы, да, даже как уровень общения или манеры какие-то. Для кого-то имидж, мои дорогие, придется пересмотреть. Все то, что полагается по статусу, у нас идет по аркану император. Но для кого-то к чему приготовиться, вполне вероятно, может проиграться как либо новый контакт, новое знакомство, или даже и другой вариант, когда тот человек, которого вы прежде, может быть, знали, или, к примеру, супруг ваш, да, хотя тут с учетом аркады силы, здесь может быть и супруга, то есть вот кто-то из ваших близких, не будем рассматривать эту карту, ну, как по полу, а тоже может получить другой статус, и тогда это будет оказывать влияние и на вашу жизнь тоже. Но основное это, видимо, что-то организовать вам придется, или буквально свою жизнь, может быть и личную жизнь, и это будет связано с переездом и одновременно со статусом. У кого-то банально. И карьеру хочу построить, но и дома, понятно, должен быть порядок. Поэтому кто-то как будто будет пытаться вот жить на два фронта. Но у вас получится, мои дорогие. Но если мы говорим 11-й дом гороскопа, статус именно, да, то и карта нам вторит, демонстрируя аркан император. Приготовьтесь к смене вашего статуса. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы, а я благодарю вас за ваши добрые комментарии, за то, что вы смотрите мои видео, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, а ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.